Приветствую, друзья! Природа словно вышла из равновесия, катаклизмы охватили весь мир. За один день планета пережила десятки ударов. Кажется, что стихия только набирает обороты. И это реальность, которую невозможно игнорировать. Но мы начинаем. Мощный арктический циклон обрушился на Мурманскую область, принеся с собой шквалистый ветер, сильные метели и серьезные нарушения в работе инфраструктуры. Ураганный ветер, порывы которого достигали 29 метров в секунду, привел к обрывам линий электропередачи. По данным региональных служб, без электроснабжения остались более 22 тысяч жителей в нескольких населенных пунктах области. Сильная низовая метель и практически нулевая видимость привели к перекрытию движения для всех видов транспорта на нескольких критически важных участках федеральной автомобильной дороги Р-21 Кола от Ура-Губы до Печенги с 1429 по 1510 километр. От Кандалакши до Кильдинстроя с 1149 по 1375 километр, а также на дополнительном участке с 1245 по 1275 километр. Водителям и жителям региона настоятельно рекомендовано воздержаться от любых поездок до нормализации погодных условий. Активный снегопад, ранее охвативший Мурманскую область, добрался вчера и до северо-западного региона. Снегом активно заметает не только северные и южные районы Санкт-Петербурга, но и его пригороды – Гатчину, Ломоносов, а также Старый и Новый Петергоф. Дожди, которые шли в городе в последние дни, сменились мокрым снегом на фоне резкого похолодания. Для поддержания нормальной дорожной обстановки на улицы вышли сотни единиц снегоуборочной техники для обработки дорог противогололедными реагентами и расчистки снега. Власти и ГИБДД призывают водителей предельно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Вчера первый заметный снегопад затронул северные районы Московской области. Жители Сергиева Посада и прилегающих территорий стали свидетелями начала зимнего сезона. Улицы и крыши домов начали покрываться белым покрывалом. Хотя в столице России, Москве, пока сохраняется преимущественно дождливая и пасмурная погода, приход снега в северную часть региона свидетельствует о постепенном снижении температуры и приближении полноценной зимы. Шторм Клаудия, который ранее затронул материковую Португалию, пересек Канарские острова, вызвав серьезные нарушения в работе инфраструктуры, транспортный коллапс и человеческие жертвы. Шторм принес на архипелаг экстремальные погодные условия, общее количество осадков в некоторых районах достигало рекордных 140 мм. На островах Ла Гомера и Тенерифе порывы ветра превышали 100 км в час. Сообщается о подтоплении десятков домов и гаражей. Дренажные и канализационные системы оказались не способны справиться с таким объемом воды, что привело к их переполнению. Работа дорожной сети была парализована из-за оползней, упавших деревьев и затоплений. Ветер и дождь также серьезно повлияли на работу аэропортов, что привело к многочисленным отменам и задержкам рейсов. Экстренные службы и службы гражданской защиты продолжают работать в усиленном режиме, устраняя последствия шторма и оказывая помощь населению. Жителям и туристам рекомендовано соблюдать максимальную осторожность. Деревня Эвайс-Гаральд в английском графстве Херефордшир оказалась в эпицентре стихийного бедствия. Сильные дожди, принесенные штормом Клаудия, привели к выходу из берегов местного ручья Дулас и масштабному наводнению. Уровень воды в ручье достиг рекордных значений, превысив 2 метра 68 сантиметров. Потоки воды хлынули через деревню, затапливая дома и предприятия. Шторм вызвал перебои в работе дорожной и железнодорожной сети по всему западному Мидлендсу и Уэльсу. Несколько основных дорог в Херефордшире были закрыты.
Метеорологическое бюро Великобритании выпустило оранжевое предупреждение для всего графства. По всему региону наблюдались многочисленные падения деревьев и наводнения. Власти и аварийные службы продолжают работать в усиленном режиме, а предупреждения о наводнениях остаются в силе на выходные. Шторм Клаудия принес в Восточную Ирландию проливные дожди и сильный ветер. За 24 часа в большинстве районов Ленстера и Манстера выпало 30-50 мм осадков, а в горных районах до 60 мм, что привело к сильным паводкам в графстве Уиклоу и других прилегающих районах провинции Ленстер. Национальная метеорологическая служба выпустила оранжевое предупреждение об опасности. Метеорологи предупреждают о риске ухода рек из берегов. Жителей призывают провести эти дни дома, избегая ненужных поездок. Вчера на Солнце произошла вторая по силе вспышка этого года, достигшая пикового балла X 4,5. Это стало самым мощным солнечным событием с сентября 2017 года. Несмотря на колоссальную энергию взрыва и связанный с ним корональный выброс массы, эксперты заявляют, что прямого ударного воздействия на Землю не ожидается. Вспышка была зафиксирована в активной области 4274, которая в данный момент находится на видимой стороне Солнца, но имеет сильное угловое смещение относительно нашей планеты. Как предполагают эксперты, серьезной геомагнитной бури на этот раз не случится. Это уже четвертое облако плазмы, выброшенное Солнцем за последние несколько дней. Арктический поселок Диксон, расположенный на побережье Карского моря, оказался во власти мощной пурги. На регион обрушили шквалистый ветер и сильный снегопад. По данным местных метеорологических служб, порывы ветра в поселке достигают 27 метров в секунду и выше. Сильная низовая метель значительно снизила видимость. В некоторых местах она практически равна нулю. Движение транспорта в поселке и на подъездных путях к нему сильно затруднено или полностью парализовано. Жителям рекомендовано воздержаться от выхода на улицу без крайней необходимости. Администрация поселка и экстренные службы приведены в режим повышенной готовности. Мощный арктический циклон обрушился в пятницу на Ямало-Ненецкий автономный округ. Регион охватила сильная пурга с порывами ветра, превышающими 25 метров в секунду, что привело к резкому ухудшению дорожной обстановки и ограничению транспортного сообщения. По данным Ямальского гидрометцентра, неблагоприятные погодные условия наблюдаются на большей части региона. В связи с непогодой Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу выпустило экстренное предупреждение для населения. Водителям настоятельно рекомендовано воздержаться от поездок на дальние расстояния, особенно по загородным трассам и зимникам. В результате масштабного оползня, сошедшего в четверг вечером в районе Мадженонг, провинции Центральной Ява в Индонезии, погибли по меньшей мере 3 человека. Еще 20 числятся пропавшими без вести. Стихийное бедствие произошло около 20 часов по местному времени в деревне Чибиунинг в округе Челачап. По данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, грязевой поток повредил или полностью разрушил не менее 12 домов и затронул территорию площадью около 6,5 гектаров. На место происшествия были направлены около 200 спасателей и волонтеров. К утру пятницы 23 человека были спасены, поиски 20 пропавших без вести продолжаются. Местные власти сообщают, что непосредственно перед оползнем дождь не был особенно сильным, но накопленные за несколько дней осадки перенасытили почву водой, что привело к потере устойчивости склона. Сильный ливень, обрушившийся на северо-восточное побережье Египта, привел к масштабному затоплению улиц в городе Порт-Саид и его пригороде Порт-Фуад, расположенных у входа в Суэцкий канал. Интенсивные осадки привели к переполнению городской ливневой системы. Потоки воды хлынули на улицы, превратив их в реки. Под водой оказались жилые дома, магазины и предприятия.
Транспортное сообщение в пострадавших районах было серьезно нарушено. Власти города сообщили, что основной причиной масштабного затопления стали технические неисправности 3 ключевых канализационных станций. Для ликвидации последствий непогоды в Порт-Фуаде были задействованы 7 машин для откачки воды. Коммунальные и экстренные службы перешли на усиленный режим работы. В четверг жители вьетнамской провинции Камау наблюдали мощный водяной смерч, который образовался в бухте в 2 километрах от берега. Вихрь продержался около 10 минут и рассеялся, так и не достигнув побережья. Обошлось без пострадавших и повреждений. Метеорологи связывают появление смерча с погодными условиями, усугубленными недавним тайфуном Каалма-Эги, который усилил конвекцию и грозовую активность в регионе. Хотя данное явление редкое для Вьетнама, периодически его наблюдают в прибрежных водах. В Якутии установились аномальные морозы, которые привели к замерзанию главной водной артерии региона – реки Лены. Столбик термометра в ряде районов опустился ниже отметки в минус 47 градусов Цельсия. В связи с ледообразованием и угрозой несанкционированного выезда транспорта на неокрепший лед, власти усилили контроль на традиционных местах пересечения реки. На причале Нижнего Бестиха, куда прибывают колонны автомашин из Якутска, водителей и пассажиров встречают экипажи ГИБДД и Росгвардии. Их задача – предотвратить попытки пересечения реки по тонкому льду до официального открытия ледовой переправы. Штормовые условия, начавшиеся в четверг по всему Израилю и положившие конец необычно жаркому и сухому ноябрю, принесли с собой проливные дожди, грозы и крупный град. На трассе Вади-Ара град был настолько интенсивным и крупным, что побил стекла проезжавших автомобилей. Водители были вынуждены экстренно останавливаться или максимально снижать скорость из-за нулевой видимости и сильного удара ледяных масс. К счастью, сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало, однако некоторые автовладельцы получили значительный материальный ущерб. Метеослужба Израиля предупредила о риске дальнейших наводнений вдоль побережья и гроз по всей стране в ближайшие дни. Власти призывают водителей и жителей соблюдать повышенную осторожность в условиях нестабильной погоды. В четверг на древний ливанский город Сур обрушилась сильная буря, сопровождавшаяся интенсивным дождем и мощными порывами ветра. Из-за ураганного ветра в городе и окрестностях повалены десятки деревьев, повреждена инфраструктура. Из-за обрыва линии электропередачи некоторые районы остались без света. Все муниципальные и экстренные службы были переведены на усиленный режим работы. В связи с сильными осадками и продолжающимся порывистым ветром жители призывают соблюдать максимальную осторожность. Сильнейшие ливни обрушились на город Кампу-Гранде в Бразилии. Интенсивные дожди начались еще ночью, принеся в регион более 93 миллиметров осадков. Днем осадки продолжились, за 16 часов в некоторых районах города выпало более 111 миллиметров осадков, что привело к выходу рек из берегов и транспортному хаосу. Затопленными оказались ключевые улицы и дороги, в нескольких районах города жители столкнулись с критическими подтоплениями. Потоки воды парализовали движение, местами асфальт оказался полностью разрушен, упавшие деревья перекрыли проезжую часть. На отдельных перекрестках вода поднялась настолько, что потоки уносили автомобили. В результате разгула стихии часть населения оказалась отрезанной. Аварийные службы были вынуждены проводить десятки спасательных операций, эвакуируя людей, застрявших в затопленных автомобилях и домах. Сообщалось также о прорыве дамб, осложнивших обстановку в регионе. Сейчас на ликвидацию последствий стихии брошены все экстренные службы. Власти Кампу-Гранде призывают население соблюдать осторожность и не покидать дома без крайней необходимости. В
пятницу утром в центральном вьетнамском городе Дананг произошел крупный оползень, вызванный продолжительными сильными дождями. Оползень сошел с холма в коммуне Хунгсон. Огромная масса грунта и камней, насыщенная накопившимися за долгое время подземными водами, внезапно обрушилась вниз, накрыв около 5 сельскохозяйственных построек и повредив более 200 метров местной дороги. К сожалению, 3 местных жителей, работавших на своих полях у подножья холма, оказались заживо погребены под толщей грунта. Поисково-спасательная операция продолжается, местные власти объявили чрезвычайную ситуацию и мобилизовали все имеющиеся силы, включая армию и полицию, для помощи пострадавшим и расчистки завалов. Сильный ливень, обрушившийся на Сипанг в пятницу, привел к повреждению крыши в международном аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии. В зонах прилета и вылета первого терминала вода хлынула на пассажиров, затапливая помещение. Технические службы аэропорта незамедлительно приступили к устранению проблемы. Представители аэропорта сообщили, что инцидент не отразился на работе. Пострадавших среди пассажиров и персонала нет. Первая крупная партия промышленных человекоподобных роботов, разработанных китайской компанией UBTech Robotics, начала поступать на места временной дислокации – сборочные линии крупнейших промышленных гигантов Китая. Хотя в компании предпочитают называть это массовой поставкой промышленных изделий, запуск тысяч андроидов на заводы BYD, Geely Auto, FAW Volkswagen, Dongfeng Liuzhou Motor и Foxconn уже вызвал широкий резонанс и шутливое сравнение с началом восстания машин. Роботы предназначены для выполнения широкого спектра задач на производственных линиях, где они будут собирать автомобили, электронику и различные гаджеты. Основным преимуществом новых андроидов, по заявлению UBTech Robotics, является их высокий уровень автономности. Роботы обучены сами себе менять аккумуляторы. Эта функция значительно снижает потребность в постоянном человеческом контроле и обслуживании, позволяя роботам работать практически непрерывно и самостоятельно поддерживать свою работоспособность. Развертывание этих андроидов знаменует собой важный этап в развитии промышленной автоматизации. Переход от специализированных манипуляторов к универсальным человекоподобным роботам открывает новые возможности для гибкой перенастройки производства. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.